Привет всем! Сегодня у нас на обзоре Volkswagen Jetta Sportwagen на 2.5 атмосфере. Погнали! Я з України, неважливо яка мова, я з України, там живе моя душа, там живе моя душа. Это обычный, грубо говоря, Golf 6 в универсале, но в Америке его назвали Jetta Sportwagen. Выпускались они с 2009 года по 2014 год, именно в Америке, именно в универсалах. Ставился мотор здесь 2.5 бензин атмосферный и 2-литровый дизель. С виду, в принципе, это тот же самый Golf в универсале 6. Построен он на базе PQ35. Это, грубо говоря, тот же самый 5-й Golf, только морда у нас идет 6-го, а весь вот этот зад это уже от 5-го Гольфа универсала. То есть 5-й и 6-й Golf в универсалах, они все одинаковые по кузову. Из косяков. Очень тонкое лакокрасочное покрытие. И если какой-то будет скол, камушек, его надо сразу обрабатывать, потому что сразу начинает ржеть, и потом появляются вот такие вот жучки, как здесь. Это как бы болячка у них, крыло двигается, и здесь у нас на пороге начинает уже ржаветь. Так вот, в принципе, по сути, кузов еще ходит, как бы, и не так уж сильно гниет. По задней части, как я объяснил, это, грубо говоря, 5-й Golf в универсале. Разработчики, инженеры ВАГ-группы подумали, а зачем в универсале что-то менять. И в 6-м Гольфе, и даже в Джете, получается, просто влепили морду от 5-го, точнее жопу от 5-го Гольфа в универсале. Ну и все, как бы изменений никаких нету. И, грубо говоря, если вы хотите взять для тюнинга, универсал не подойдет, потому что заднего бампера тюнинга нету, фар этих задних в тюнинге нету. Ну, есть там ледовские, но они там вообще ничем не отличаются. Ну и, в принципе, все. Единственный момент, если вы разбили, допустим, крышку или будете менять, от 5-го Гольфа вам она не подойдет. Она по креплению все полностью станет, но провода тут жгут. Он в другом месте, получается, с той стороны, а в 6-м уже с двух сторон. Ну и тут вы проебете момент с этим и будете менять эту крышку. Итак, с завода ставились 17-е диски с резиной 225/45. На них, в принципе, по трассе очень комфортно ездить. Ну, по городу чуть-чуть будет, чуть-чуть жестковато. Но в целом машина очень мягкая. И если рассматривать ее для гонок, шашки, ну, не подходит. Потому что она как бы мягковата и вялкая. По ходовой впереди стоит Макферсон обычный. Там по сути только иногда сайлентблоки поменять. Ну, в ходовках служит хорошо. Сзади у нас рычаги. Ну и по жопе тоже. Там, по сути, те рычаги, это не как в Audi. Тут все просто, и заменять их каждых там 30 тысяч не надо. Как же отличить Golf 6 от Jetta? Они, в принципе, все одинаковые, но есть один момент. На бампере здесь идут такие оранжевые отражатели. Здесь у нас их нету, потому что что? Правильно, она была битая в морду, и ее как бы прилепили обычный от Golf 6 бампер без этих поворотничков, ну, габаритов. И так же само, как вы видите, на саморезы просто по-варварски, всунули эти заглушки, потому что что? Сервис был очень хороший. А так, в принципе, по кузову рассказывать больше нечего. Итак, перейдем к мотору. Здесь стоит атмосферный 2.5 мотор, бензиновый, 6 цилиндров, рядный. Мощность 170 лошадей и 240 крутящего. Как бы крутящего, как по мне, для такого объема, мне кажется, маловато. Но он надежный. Некоторые там говорят, что ненадежный. Здесь стоит цепь ГРМ. Ну, она стоит с этой стороны. И если она у вас порвется, либо растянется, либо вы хотите ее поменять, сразу готовьте деньги, так как сама цепь дорогая, плюс замена ее как бы тоже будет стоить дорого, потому что
она находится со стороны коробки, и, грубо говоря, надо вам скидывать и коробку, и мотор, чтобы ее поменять. Ну, вообще, эти моторы ходят до полумиллиона без проблем. И мне кажется, дешевле будет поменять просто мотор, чем менять эту цепь. Просто кататься и все. Этот мотор чем хорош? На него еще ставится газ, и вы уже типа экономно ездите. Ну, экономно это получается у вас литров 14-13 по городу. По трассе лично у меня это десятка, и меньше не было даже. И ставились, получается, 2-литровые дизеля. Там уже 140 лошадей и крутящего 320. То есть дизель будет экономнее и тащить он будет получше, чем этот мотор. Хотя говорят, что 2.5, он пушка, гонка, ну, это так, просто ездить с запасом на обгон и все. Как бы гонок на этом моторе устраивать бессмысленно, потому что мотор тяжелый, крутящего не особо много и разгон по паспорту 10 секунд. По салону, в принципе, это 6-й гольф, торпеда 6-го гольфа. Карта здесь уже, грубо говоря, 5-го гольфа, потому что в 6-м идет вот такой, ну, панель кнопочек стеклоподъемника, она идет вот так вот косо. Здесь у нас комплектация самая обычная, как ваговоды говорят, пустой барабан. Но, в принципе, комплектация этой с головой хватает. Здесь есть стеклоподъемники, есть подогрев зеркал, кондишн, система антизаноса и есть даже круиз-контроль. Руль у нас как бы обычный, без кнопочек, потому что комплектация у нас жлобская. Обтянута она у нас уже чехлом, потому что что? Правильно, пробег уже больше 2000 километров. Ну, вроде бы не скрученный. Здесь у нас есть бардачок, он не особо глубокий, но какие-то документы, там страховка здесь влазит. И есть даже крутилочка, там можно хранить бутылочку водички, и она будет охлаждаться с помощью кондиционера. По приборке, обычная приборка, экранчики есть как бы цветные, ну здесь обычный черно-белый экран, выводится температура, ну так как здесь самая обычная комплектация, нельзя, нету MFI, бортового компьютера, нельзя посмотреть, допустим, расход, который сейчас. Ну, это все можно сделать, подключить OBD кабель, точнее блютузный адаптер, вывести это на телефон, эту информацию, ну и смотреть, сколько у вас сейчас есть там расход. В этой комплектации у нас есть Bluetooth и стояла обычная магнитола 310, по-моему, с черно-белым экраном. Ну, сейчас стоит китайский аналог типа под оригинал и на андроиде. И, в принципе, с этим блочком OBD можно подключить и выводить уже информацию здесь на экран. По салону просторно. В принципе, сидится очень даже неплохо. Есть подогрев сидений передних. Заглушки здесь есть, ну, так как это минимальная комплектация. Здесь у нас прикуритель. Стоит у нас этот же автомат шестиступный. Подстаканники. Подлокотник. И самое, что непонятно, в комплектации S, а их там 3 было, S, SE и CL, это уже самый там топ жир. Здесь у нас самое интересное, это панорама. И больше, в принципе, ничего нет. Задний ряд. Сижу я, грубо говоря, сам за собой. Места тут очень много. Для такси, в принципе, подойдет. Сзади у нас есть стеклоподъемник, подстаканник. Здесь карманчик для какой-то мелочи. Обдув кондишена. И, в принципе, все. Есть еще так, вот такой вот подлокотник. Подстаканники 2 штуки. Ну и можно, в принципе, это, если вы перевозите какие-то длинные палки, лыжи, грубо говоря, это лыжный отверстие для лыж. Так, больше ничего. По салону обычная тряпка, еще как бы комплектовалась кожаным салоном. Ну, обычная кожа без всяких таких приколов. Подсветка и больше в заднем ряде ничего такого нету.
перейдем к самому интересному. Это багажник универсала. Багажник универсала здесь очень большой. Есть вот такая вот шторка. Много места, много поместится картошечки с дачи. Но если у вас 2.5 мотор, у вас здесь будет запаска, потому что вы поставили газ. У вас баллон, грубо говоря, лежит здесь. И запаску надо с собой возить. Есть фальшпол. Грубо говоря, полочка двигается как вы хотите. И если опустить сиденье, будет очень много места. Можно, в принципе, даже ездить на пикник и спать в машине. И здесь у нас, грубо говоря, аптечка. И есть у нас даже прикуритель 12 вольт. Так, по багажнику больше ничего такого не скажешь. Большой, просторный, но если вы ставить на 2.5 мотор газ, то у вас будет большая полноразмерная запаска. Итак, в салоне комфортно, в принципе, много места. Я сижу как бы своим ростом метр почти 90. Комфортно сижу. Подлокотник есть. Коробка автомат работает в принципе идеально. Ну, как бы, может она не так быстро переключает, но по сути работает. Ну, это лучше, чем, допустим, тыкать на механике. Итак, по салону. Здесь у нас мягкий пластик. Шумка у нас относительно неплохая, но если сравнивать, допустим, взять Leaf, не то, что там тихий мотор, а в плане машины, там как-то потише. Из-за того, что, наверное, аккумуляторы дают слой на днище, и из-за этого как бы шум дороги не так слышно. А так, в принципе, очень-очень комфортно здесь. Руль. У нас здесь электроусилитель, руль крутится легко, и управляемость, в принципе, как я и говорил, она не жесткая, она такая более-менее вялкая, что придает комфорта в езде. Так, что рассказать? Рассказать еще? Жрет дохуя. Да. Итак, перейдем по расходу 2.5 мотора. Если ездить на бензине по городу, там пробки, еще что-то, то примерно ест 13-14, вот так вот, будем откровенны. Ну, можно, в принципе, и 12 сделать, но это надо уже в таком дед-режиме полностью ездить. По трассе я ездил, расход у меня получился 8,5, что, в принципе, для такого объема, и плюс еще тут 5 цилиндров, лишний цилиндр, он чуть-чуть подхавает это топливо, это нормально. Если у вас будет газ, то по городу это где-то 14-15 даже, смотря когда. Если зимой, то 15 это точно будет, а по трассе 10, меньше у меня не получалось, это примерно 120-130 км в час, если ехать. Автомат здесь шестиступенчатый, как бы, ну и все равно расход будет примерно вот такой. Сколько оно у тебя в эксплуатации, скажи, были какие-то проблемы? Да нет, проблема это что типа получается свой личный обзор. Так, дальше. Это типа как независимый? Ну это как бы общий, бля, то что. Хорошо. Ну, хуй его знает как-то. И так, единственный еще минус, у вас будет приборка в милях, то есть у вас будет 160, циферка самая последняя на шкале, но это как бы в милях. Но и в принципе по экранчику, на экранчике у вас будет пробег в милях, но если вы уже хотите, то можно за деньги прошиваются там и
русифицирует на уже как бы на километры, будет у вас все в километрах. Со шкалами тут уже по-другому, ну, надо разбирать приборку и менять шкалы, тогда у вас будет как бы километры. В принципе, на экранчике показывают все-таки в километрах маленькие цифриками, и ориентироваться можно по ним. Либо перевести уже мили в голове в километры плюс-минус, ну и как бы держать эту скорость, чтобы там не нарушать. По тяге мотора, в принципе, с головой хватает на этот универсал. Головой хватает, и на каких-то там горках, либо на обгонах там, выше 100 этого мотора хватает. Как я сказал, в шашки играть на этом моторе смысла нету, особенно с этой коробкой автомат, потому что она как бы такая чуть-чуть тупая, закидывает обороты, ну, не такая она отзывчивая. Ну, если переключить в режим S, спорт, то она завышает чуть-чуть обороты и переключает уже на завышенных оборотах, держит типа обороты. И по педалю чувствуется как бы лучше, больше отзывчивая машина получается. Ну и как бы по динамике она лучше едет. Только мы нажимаем педаль газу, она секунду думает и все, закидывает на 4000 оборотов и начинаем ехать. Максимальная скорость, я думаю, 200 вы разгоните, но больше 200 не поедет, так как в американских машинах, именно ну, в Jetta, Volkswagen, там ставят ограничители. В принципе, этот ограничитель тоже можно снять программно и, в принципе, ехать больше 200. Ну, мне кажется, там 210 это уже потолок будет. И смысла на такой машине ездить свыше 200 я не вижу. То есть крейсерская там скорость 120-140, это с головой, чтобы куда-то доехать. Ну, итак, кому подойдет этот автомобиль? Я думаю, подойдет семейным людям, у кого есть семья, ребенок, дети. Так как багажник большой, можно, в принципе, все вместить, коляски там и все остальное. Или можно, в принципе, разнорабочим, каким-то рабочим, которые возят с собой инструмент, как бы там какую-то даже лестницу, еще что-то. Ну, то есть сюда, в принципе, все можно вместить. А так, по сути, я думаю, молодой парень возьмет себе хэтчбэк, либо BMW. Ну, как бы, такие машины, как бы, ну, вот, в Европе они ценятся, как я не знаю, универсалы больше ценятся, чем обычные седаны или там хэтчбеки. Люди, как бы, наверное, продуманные, либо наперед уже думают и берут именно в универсале, так как это универсальный автомобиль. Места хватает и, ну, как бы, и ездят. Итак, по сути, Jetta отличается на бампере только вот эти отражатели и ставились моторами, грубо говоря, два мотора, дизель и 2.5 бензин, который в связке был с коробкой автомат Айсин и механикой. И дизель, но дизель был уже на DSG и на механике. На этом все. В принципе, кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся. Спасибо за то, что посмотрели мое видео. Я думаю, со временем будет еще больше видосов и покачественней. И подведем итог, кому эта машина как бы подойдет. Подойдет, в принципе, таксистам, но сейчас с газом, конечно, с этими ценами так себе, но по сути надежный мотор, если на газу, как бы экономно будет ездить. А семейным людям, там, дедушкам и, в принципе, людям, которые что-то там делают, и им надо багажник большой. Спасибо всем, всем пока.